Вот вышли мы из дома, и тут, конечно же, как обычно, собака лежит на улице, абсолютно вот ничейная. Вот здрасте называется, я тут лежу. Вот эта собака, она вначале к нам немножко так, подходила, смотрела, но она не сильно злая. Вначале она лаяла, как первый раз нас увидела, а сейчас вот Привыкла. привыкла. То есть мы 5-й раз мимо нее ходим уже, что это на нашей улице, ну или больше даже. И она уже нас не трогает, эта собака, то есть мы с ней познакомились. Конечно, постепенно, в принципе, если вы тут живете долго, то вы всех местных собак тоже будете знать. Ну, кроме, тут есть бездомные, которые просто ниоткуда приходят. Если вы живете в Метуле, то вам нужно выстраивать отношения не только с соседними людьми, но и со соседними собаками. Тут ходит один единственный автобус, номер 20. Вот из Метулы больше никуда невозможно добраться, кроме как в Кирьят-Шману. На своем автомобиле за 10 минут доедете. На самом деле нормально. Если машина есть, ну или мотоцикл, то вообще хорошо. Магазин в Кирьят-Шмане, там дешевый магазин есть, большущий, и вполне нормально. Если в местный магазин не ходить, в местных можно брать молоко, яйца, то, что по фиксированным ценам, а так ездить в Кирьят-Шману. Потихонечку мы со штукенцией начинаем чувствовать себя как в доме, как дома. То есть вот такое ощущение, что ты как будто где-то в Москве, в Подмосковье. То есть, в принципе, вот травка такая же растет. Такие же всякие лопушки. Ну, какие-то новые растения есть, но я имею в виду в целом, как бы во многих местах планеты там... Господи, я испугался, я же подпрыгнул. Во многих местах планеты, я хотел сказать, одна и та же трава ведь. Много незнакомых собак без поводка, и поэтому стрёмно, пока ты с ними не познакомишься. Очень маленькие заборы. Казалось бы, это Метула, вы понимаете, тут вот 500 метров и граница с Ливаном, с которым была там типа война, самая настоящая, лет там 15 назад. И вот у людей, у домиков такие маленькие заборчики, все прозрачно. Вы вот у нас в Подмосковье были, кто-нибудь, если был, видели, там везде 2-метровые, а то и 3-метровые заборы. И это Подмосковье, как бы, оно ни с кем не воюет. Ну вот я имею в виду, рядом там нет ничего. Это европейская какая-то атмосфера открытости. Вот такие вот заборы, они типа по колено. Это клево. Метула очень классное место. Вы знаете, Метула это такой израильский Twin Peaks. Вот кто смотрел сериал Twin Peaks, это один из моих любимых сериалов. В общем, Метула вот по атмосфере. Тут даже есть какая-то загадка, какое-то мистическое что-то такое в этом городе есть. Потому что тут рядом граница и там что-то такое запретное. В общем, тут вот есть такая какая-то атмосфера маленького, очень уютного, знаете, с вишневым пирогом, как в Твин Пиксе, города с какой-то загадкой, с какой-то мистикой. И при этом он такой реально, как бы вот к нему идет одна дорога. И она только автомобильная, пешеходов там, там плохо идти реально. То есть там нереально пройти там 10 километров от Метулы до Кирьят-Шманы. И по этой дороге ты как бы, плохо идти реально. Я не знаю, кто-нибудь вообще когда-нибудь пешком по ней ходил. То есть там, не предусмотрено, чтобы люди ходили по ней пешком, потому что там нет как бы вот пешеходной дорожки. Ты идешь по дороге, а эта дорога шоссе 90. Оно считается самым опасным в Израиле. Там типа нелегальные гонки, и там куча людей погибло. В общем, опасное место. Поэтому пешком не ходите там. Идем такие, а тут вот растет что-то непонятное. То ли это вишня. Даже подумал, может это нут сначала. Я не знаю, как нут растет. Да, Метула, в общем, дает вам возможность посмотреть какие-то виды такие, которые вы не видели никогда. Вот такие горы закатные. Очень красиво. Потрясающе просто. Тут вот такой сарайчик стоит. Ну, вполне такого можно жить. Мы со штукенцией могем. Только не снимешь такой нигде. Тут можно снять только что-то очень приличное, к сожалению. А с другой стороны, идем. Тут такое огромные заросли, просто гигантские. Как вы думаете, что это такое? Это киви. Ни разу в жизни не видел, как растут киви. Так вот, они растут на деревьях. Тут у кого-то растет хурма. Тоже не видел никогда, как хурма растет. А вот как она растет на дереве. Это, собственно, на нашей улице. Такой прикольный дом. Какой-то он такой квадратненький, как пряничек. Красивый. И тут вот зад, наверное, Канада-центра, судя по всему. Кстати, это собачья площадка, что ли, да? Вон. Как их нас много. Метула страшное место. Вот на самом деле... стресса мы тут натерпелись много. То есть тут реально как бы люди ходят с палками.
и с камнями отбиваются от этих собак. Это как бы, ну, местные. Вот эта девочка нам рассказывала. Ну, это нормально, так все гуляют. Вот, так что это реально жесткое место. И это сильно меня охлаждает. То есть мне нравится вот именно то, что это такая глубинка, но мне не нравится, так сказать, контингент населения, которому пофигу и который выпускает собак. Вот так вот гулять никто как бы за этим не смотрит. И это есть один глобальный большой кусачий минус. Кстати, тут много и собачьих неожиданностей на улицах, естественно, потому что много собак гуляет просто так. Никто не убирает за ними. В общем, пока мы сегодня просто прогулялись для здоровья, типа вышли пройти наши несколько километров пешком, я уже столько раз испугалась, я уже столько раз испытала какой-то стресс, что ты думаешь, вся вот эта польза от прогулки нивелируется тем, что ты боишься гулять. Пока единственное место во всем Израиле, где мне стрёмно гулять. Это удивительно, как мы вот тут больше 2 месяцев уже. И чего мы только, где мы только не были. Ну вот в Ашкелоне я себя чувствую просто замечательно, прекрасно, лучше всех. Да и в Метуле тоже рядом с границей, где там эти ливанцы, я не знаю, на танках ездят, окей. А вот эти собаки, которые, ну это как вот, как я говорил, как бы надо бояться не ракет, а людей, которые рядом. Ну, соответственно, собаки, они же как бы, это не собаки виноваты, что у них хозяева дураки такие. То есть надо бояться людей, вот тут есть кого бояться. То есть тут есть много неадекватных людей, которые выпускают огромных страшных собак, зачастую абсолютно не приученных, грубо говоря, ну, нормально себя вести, гулять. Поэтому... Походу есть еще и бродяжные собаки, именно ничьи, без ошейника. Да, мы уже много раз видели прямо огромных, а иногда даже кучками. И вообще непонятно, чьи они, чего от них можно ожидать. Красота и покой, который вы тут получаете, он нивелируется и даже обращается в минус благодаря стрессу, который вы испытываете, находясь тут. То есть, если вы приехали на машине куда-нибудь в какой-нибудь отель, вы там сидите в этом отеле, вы это не испытаете. Если вы гуляете, наверное, по главной какой-нибудь улице, тоже пофигу. Но вот если вы ходите по всяким маленьким улочкам вокруг, везде, да, если вы гуляете, то, в общем, это неприятно прямо. Много мы в Израиле ищем город для жизни и для прогулок, потому что для многих кажется, жизнь это комфортно, когда у тебя хороший домик, есть магазин там, ну, температура какая-то приятная, красивый вид из окошка. Но для нашей жизни очень важны прогулки, то есть чтобы ты мог идти. Допустим, вот здесь прекрасные есть лес, или прекрасные есть всякие места красивые, где можно было бы погулять. То есть место шикарное, оно нам прям идеально подходит. Но за счет того, что мы хотим гулять, нам мешают гулять собаки. Получается, у нас есть такие четкие критерии, чтобы было где погулять и было гулять безопасно. Например, вот эта собака сейчас огромная, она просто сидела без поводка, ждала, чтобы ее взял хозяин, типа. Вот тут она 5 минут сидела, мы 5 минут не могли пройти мимо. Потому что нам нужно было пройти. Это центральная улица, на самом деле, вот она туда идет. И просто вот человек, вот он ее выпустил, и типа что-то там пошел делать. 5 минут она тут сидела. И мы стояли. И мы стояли, ждали, пока ее заберут. Сейчас ее взяли на привязи, и можно пройти. А вон там стоит собака. Вот это вот. Вообще бездомная. Чем темнее в Метуле становится, тем более начинается квест. Убеги от бездомной собаки. Просто бежит куда-то сама по себе. Да. Еще одна. То есть это буквально 2 минуты от прошлой собаки. Это уже другая. За сегодня мы их видели штук, наверное, 15. Мы сейчас были в такой сложной ситуации, потому что у нас кончается аренда, мы ничего не могли никак найти. Последний день остался, и вот сейчас я сегодня обновлял, и таки выловил одно предложение. И мы едем в удивительное место, вы просто будете в шоке.